Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня мы проведем с вами общий расклад Таро на тему «Его планы на вас меняются. Что сейчас и что будет дальше?». Настраивайтесь на ситуацию, которая находится между вами в отношениях, на своего мужчину, но это больше для женщин расклад. Вспоминайте его образ, сосредоточьтесь на том, что для вас важно. Мы пройдем по каждому аспекту, который будет выходить из потока, чтобы раскрыть, какие перемены сейчас происходят в ваших отношениях. Будем читать из потока, и из того, что я чувствую по картам, ну и исходя из тех ситуаций, возможно, и тех карт, которые будут выпадать, и тех моментов, которые будут открываться в раскладе. Узнаете, что вас ждет впереди, и вопросы будут открываться вам постепенно, как мы это все обычно делаем. И я, Алехандро, свечу зажигаю на вопросы, что есть сейчас, что будет дальше и какие планы у него, отвечаю. Свече гореть, правде быть. Аминь. Ну что ж, друзья, давайте начнем смотреть. Работаем сегодня. Работаем сегодня на Ленорман. Так кто-то спешит прям, да? Работаем сегодня на Ленорман. И первый вопрос, который я хочу задать. Вот почему-то мне хочется спросить, а что происходит или что творится в его душе? Что творится в его душе? Вот что происходит в его душе, когда он о вас думает? Когда он думает о вас, что творится в его душе? Смотрите. Знаете, он успокаивается. То есть, когда он думает о вас, этот человек как минимум чувствует какую-то опору. Поэтому, когда он о вас думает, он ощущает почву под ногами. То есть вы для него являетесь неким таким человеком, вселяющий или дающий ему энергию. То есть ваш образ, да, даже мысли о вас дают ему уверенность какую-то, да, то есть он чувствует желание развивать что-то, да, и, может быть, чувствует, что все будет хорошо, и, успокаивается, да, перестает колебаться, вот так вот, да. То есть вы на него действуете успокаивающе, как минимум, может быть, ваш образ, когда он о вас думает, действует на него как стабилизатор некий, может быть, пусть будет, да, я не люблю это слово валерьянка, и некоторые женщины, да, или многие женщины такого тоже не любят быть валерьянкой, да, но тем не менее. То есть, как минимум, ему с вами, с вашим образом, ему надежно и стабильно. Хорошо. Ну а раз так, то какие тогда эмоции он испытывает, когда вы рядом? Видите, вот когда он думает о вас одно, а когда вы рядом. Угу. Давайте вот это посмотрим. То же самое. То есть, смотрите, у вас диссонанса особого нету. У него с вами, с вашим образом и с вашим, когда вы рядом, да. То есть он хочет, по сути, он хочет быть мужчиной. Я здесь дома, а дом это король червовый, да. Он хочет быть мужчиной, с которым вам будет спокойно, безопасно, стабильно, защищенно, да, и с которым, возможно, он будет там главой семьи. То есть этот мужчина, он не боится быть главой семьи для той женщины, о которой, когда он думает, он успокаивается. Пока неплохой, как говорится, неплохое начало, да. Хорошо, давайте тогда отсюда спросим. А что тогда значит его отношения, да, ваши точнее, не его, а ваши, и его, и ваши отношения для него прямо сейчас. Что для него значат эти отношения сейчас, раз так, да, в эту минуту сейчас, что они значат? Эти отношения посланы, возможно, где-то судьбой,
Интересный расклад. И их стоит продолжать. То есть это как бы не написанный роман, не написанная книга. То есть он расценивает это как только какое-то начало, да, то есть еще все впереди. То есть по сути, что для него значит? Для него значит приятное, теплое общение и желание общаться. То есть он хочет общаться дальше, да, вот это и значит письмо. Все-таки это всегда общение, да. Хорошо. Исходя из того, что вы много общаетесь, давайте просто спросим, из потока пришел вопрос, а как он воспринял или воспринимает, или что у него осталось после вашего разговора или встречи последнего, который состоялся между вами. Как он воспринял последний разговор между вами, или последнее общение, или последнюю переписку. Но он не понял. И вообще эта карта, она эмоциональная. Во-первых, он эмоционально отреагировал. Интуитивно он что-то понял в глубине души. Много нафантазировал. И я вам так скажу, пока что лег переспать с этой мыслью. Это последнее общение ему не очень понравилось. Возможно, ваши эмоции, тут Луна, в принципе, вы как бы, может быть, не сильно были готовы к этому общению. Или, может быть, чрезмерно эмоционально вы друг друга не поняли на уровне чувств. Вот так вот. Поэтому скажу так. Он где-то это общение проработал на уровне интуиции, отреагировав эмоционально, решил дальше не показывать, лег спать, много себя накрутил и решил как бы переспать с этой информацией. Вот так почему-то. Хорошо. Давайте тогда посмотрим, если такое у вас последнее общение произошло не очень хорошее, спросим, ну а что его тревожит в отношениях, ну пусть сейчас, да, или вообще смотрите для себя, ну я вот как бы спрашиваю нас здесь и сейчас, тревожит ли его что-то в ваших отношениях, тревожит ли его что-то в ваших отношениях. Ну, во-первых, здесь он не хочет быть изолирован и... Ну, как бы он хочет быть с вами. Его тревожит изоляция, и когда вы не вместе, ему не нравится. Это раз. Второе, его тревожит, ну, по башне обычно его авторитет. Как бы уважаете его вы или нет, насколько вы серьезно к нему относитесь. Вот это уважение и серьезность отношений. Вот. Может быть, его тревожит пока что на данный момент, это часто что-то официоз, какие-то институции, да, вот как таковые. Может быть, его тревожит пока, если вы сильно давите на официоз, там на штамп в паспорте, то это его может тоже тревожить. А также, смотрите, может тревожить человека потенция, потому что башня это именно потенция, и не все мужчины это будут показывать, да, то есть как-то вот это может напрягать, поэтому... Ну, вдруг у вас такая проблемная ситуация, вдруг гипотетически, да, то поддержите партнера, да, его, ну, это получается поддержка, да, то есть гордость и так далее. То есть вот такие аспекты здесь могут быть. Я проговорил все такие основные возможные по этой карте. Ну, и его может быть перспектива, если тревожит перспектива, не всегда понятная перспектива, потому что здесь Луна, здесь башня. То есть... Может быть, он и не всегда четко понимает вас на ваши эмоции, да, особенно эмоции в вашем общении. Но вот такое почему-то идет у меня. Вы напишите уже, что у вас идет больше, да. Хорошо, давайте теперь тогда спросим, перейдем от тревог к страхам, да. Ну, раз есть тревоги, значит, по логике есть и страхи. Давайте спросим, какие его главные страхи и сомнения касательно вашего будущего. Башня это всегда как бы ориентир, да? Страхи и сомнения, главные страхи и сомнения. Но здесь, знаете, как бы главный страх и сомнения, получится ли это, любовь ли это, да? Вообще его главный страх пока на здесь и сейчас, получится ли эти отношения. И он может быть где-то не понимает, он любит это или это он увлекся, да, вот так вот, то есть сердце все-таки. Но пока что, в принципе, и неплохие карты выпадают. То есть, если взять вот вашу ситуацию, что происходит из первых, как бы, что есть сейчас, да,
то у вас неплохая ситуация. Да, он может там сомневаться в чем-то, может быть где-то даже в себе сомневается, может и в вас сомневается. Но в целом у вас единственное, что я вижу, где-то есть некое недопонимание, может быть где-то недоуважение друг друга, или он так считает, да, но все-таки это мы на него гадаем. Где-то ему нужно быть первым, важным, вот, где-то может быть он слаб либо физически, либо на сексуальном фронте, но тем не менее, да, ну, не все мужчины могут быть всегда там гиперсильными, да, то есть какие-то моменты, где он может уступать предыдущему, например, партнеру или уступать предыдущей версии самого себя, да, то есть такое тоже может быть. Поэтому здесь как бы партнер вполне адекватный, единственное, что он боится, может быть, влюбиться, да, вот почему-то у меня такое идет. Хорошо. Давайте теперь спросим, вот логически отсюда у меня, да, пока логика работает. Нет, мне что-то душа подсказывает, что он от вас скрывает. Я почему-то зациклился на этой луне сегодня, да. А что он скрывает от вас? Давайте спросим. Что он скрывает от вас? Что он скрывает от вас? Свои беспокойства. И, кстати, тоже скрывает, что не спит по ночам, да? Может быть, у него бессонница, а может, просто переживает за эти отношения. Может, переживает, что влюбился. Такое. То есть, скрывает, что плохо спит. Вы действительно потерял покой по вам. Смотрите как. А? Надо так и назвать. Потерял покой по вам. Да? В заголовок вставить. Ну, хорошо. Давайте теперь спросим, исходя из этого, что мы имеем. Вот, какие его текущие мысли о вашем совместном будущем, вот, то есть вот прямо сейчас, вот в потоке, да, что он думает о вашем совместном будущем. Ну, вы прям, смотрите, вы прям та женщина, которую он искал. Это вот прям сигнификатор женщины, женственность. То есть, и смотрите, она прям на короля червового падает. По сути, можно сказать, что гадание на червового короля, у которого открывается сердце к вам прямо в первом раскладе. Интересно. Но, смотрите, он видит вас пока той женщиной, о которой он мечтал. Вы женщина его мечты. В текущем моменте, да, вот в моменте так, ну хорошо, пусть будет. И если вы хотите быть женщиной его мечты, ставьте на паузу, ставьте лайк и пишите. Так тому и быть. Я буду женщиной его мечты. Или я хочу быть женщиной мечты. Или я желаю, да. Или я становлюсь даже. Да? Хорошо. Давайте следующий вопрос. Есть ли у него внутренние конфликты из-за ваших отношений? То есть не получается ли так, что он конфликтует внутри себя? Есть ли у него внутренние конфликты из-за ваших отношений? Да, есть. И где-то, может быть, это прямо вот карта конфликта, споров, давления, рисков. Ну, да, есть. Может быть, он считает, что он рискует с вами. Тоже может быть. Может быть, он считает, что он жертва. Вот. Или смотрите, ну тут смотрите, если он агрессивный, тогда вы жертва, да, и это внутренний конфликт. А может быть он жертва, потому что дьявол, господи, кнут. Почему-то я сказал, что дьявол. Сейчас я выключу звук, секундочку. Вот. Может быть, что-то дьявол какой-то прорывается. Ну просто рядом Луна. Да, у него есть внутренний конфликт, где давление, споры, конфликты вызывают некие риски в ваших отношениях. Да? Может быть, он себя винит, может вас винит, ну, плеть. Может быть, и вас винит, а может и себя наказывает. Но учитывая то, что плеть на его внутренний конфликт, скорее всего, он больше наказывает себя, нежели наказывает вас. Ну, вот, почему-то так. А вы уже напишите по плети. Он наказывает себя или вас, и я буду понимать. Хорошо. Давайте тогда спросим. Если есть какой-то внутренний конфликт, не является ли внешнее окружение причиной этого конфликта? И
тогда как его окружение, ну, внешнее окружение, да, влияет на отношение к вам. Это где-то вопрос о третьем доме, о близнецах, да. Ну, смотрите, внешнее окружение может формировать мнение о вас, и оно может быть ключевым моментом в решении по отношению к вам. В лучшую и в худшую сторону. Поэтому все возможные успехи и неуспехи в том числе, а ключ ложится на Луну, как минимум ключ к успеху в ваших отношениях, негативный ключ и позитивный. Ну, негативный ключ в разблокировке, а позитивный в блокировке внешнего влияния на этого мужчину, на его мысли, на его переписку и так далее. То есть, если кто-то читает вашу переписку, то это уже не есть хорошо. Если он обсуждает, там, допустим, вас с друзьями, там, с подругами или с родителями, то уже нехорошо пока что. Ну окей, хорошо. А давайте теперь немножко о вас спросим. Коль уж тут башня есть, и замечает ли он с этой башни, с этой колокольни, это же его колокольня, да? Давайте спросим так, замечает ли он, находясь на этой башне, усилия, ваши усилия в отношениях, как он их оценивает? Замечает, как оценивает? Ну вот так, да? Или насколько они важны, эти усилия? Замечает, и он видит, что вы прилагаете усилия. Медведь. Но все равно считает, что он сильнее. Ну или должен быть сильнее. Смотрите, здесь сила и башня. Это для мужчины, это опять-таки мужская сила, там потенция, его физическая сила, его значимость, его авторитет, его эго. Там оно играет большую роль. Имейте в виду это. Но да, он замечает ваше, но хочет быть сильнее. Где-то вы, может быть, конкурируете. И где-то, может быть, ваша сила, она его... ну, немножко кастрирует, да, ну, в кавычках, да, я говорю, то есть, ну, обламывает его как мужчину. То есть, вам желательно здесь быть такой няшей, мягкой, такое, подслабее быть, да. Давайте спросим, учитывая то, что он там боится за любовь, да, есть ли у него внутреннее такое ощущение, что он вас теряет? Ощущение, есть ли у него, что он вас теряет? Да нет, он как бы ситуация под контролем. Нет, он не считает, что он вас теряет, но может беспокоиться просто. Видите, воздух, да, идет. Ну, хорошо. Но вот пока что вот так, да. В принципе, так, не знаю, как вам такой формат. Если вам такой формат заходит, вот именно вот потокового чтения на Ленорман, пишите в комментариях. И если это видео наберет 1500 лайков, мы продолжим в таком формате смотреть в потоке вопросы на мысли, чувства, планы, действия загаданного мужчины. Хорошо. Вот такое как отступление, да. Давайте теперь спросим... в чем ваши, смотрите, вот здесь сила, да, и здесь сила, ну, как бы сильные карты, его больше и ваши какие-то проявления. А в чем он видит ваши сильные стороны, как, ну, с точки зрения пары? Вот это двойственная карта, а здесь сила. Сила пары в чем, да? В чем сила вашей пары? Вот если бы вы были вместе, чем бы вы были сильны? Как он считает? Ну, вы верны друг другу, преданы друг другу, стабильны. И, ну, вы просто классная, надежная пара, по его мнению. Пока что карты просто как нельзя лучше ложатся. Все негативные в контекст такой, что можно как-то обыграть, да, в отношениях. То есть, вы надежная, стабильная, классная, перспективная, даже где-то рабочеспособная пара. Семейная. Карта больше якоря, такая стабильность, больше к семейной карте. Да, может быть, не так-то и легко в ваших отношениях наладить что-то, да, то есть процесс, ну, якорь опусти, подними, да, тяжело. Но так и здесь, может быть, оно нелегко изначально, но, в принципе, он не считает чем-то плохим, поэтому, как минимум, это стабильность, надежность, верность, преданность, вот такое, да, надежность. Окей, то есть на вас можно положиться, на него, то есть это как минимум верность. Окей, классно. Хорошо. Давайте спросим тогда.
вот вы, да, и вот он. А в чем ваша тогда главная проблема? По его мнению, ваша главная проблема. Именно не пары, а именно вас, как женщины. Смотрим женщину как раз. Ну, давайте так скажем. Вашей главной проблемой, по его мнению, может быть способность приспосабливаться и адаптироваться. То есть, если вы человек, который, ну, давайте так, гибкий, или трансформер, или трансформатор, условно говоря, тогда вам ок в этих отношениях, и ему ок. А если вы там, допустим, он говорит, переезжай ко мне, а вы говорите, я не готова, все для него, это уже, короче, шторка падает, как говорится. То есть, по сути, ему нужна такая, знаете, мягкая семейная особа, которая не будет там, условно говоря, которая ему будет подчиняться где-то, чтобы он там не чувствовал каких-то слабых своих моментов. То есть вам, ну вот в этом раскладе, вам важно ему подыгрывать постоянно. Вот этим вы будете как бы, ну, психологически брать, да, ну, манипулировать. Я не призываю манипулировать ни в коем случае. Манипуляции, они могут быть, как бы, когда вам действительно что-то нужно, да, или уже там это как... ну, какой-то прием, когда человек вообще ничего не слышит, не видит, да, там, как метод самозащиты. Вот. А здесь это как бы желательно, чтобы так было. Ну, смотрите, еще вашим слабым местом может быть стремление к новизне. То есть не стремление к новизне, не стремление, то есть обновлению. Но это опять-таки из трансформации, да, вы же понимаете. Окей, хорошо. Давайте спросим, есть ли, вот помехи, да, есть ли в его жизни что-то или кто-то, что мешает вашему сближению, ну, в семью, да, или вашему общению непосредственно? Я не вижу пока таких людей. Здесь клевер и здесь судьба. То есть, если что-то есть, то это как бы стечение неких обстоятельств только. Пока что. Ну, может быть, это злой рок только, да, или злая судьба. Только это. То есть, какие-то люди, то есть, это стечение обстоятельств. Благоприятных или неблагоприятных. Ну, окей. Хорошо, давайте теперь тогда спросим. Какие вот решения он сейчас обдумывает по отношению к вам? Ключик как раз, да? Решения, которые он обдумывает по отношению к вам прямо сейчас, да? Ну, он ищет язык, именно язык. Вы же не договорились, по сути, да? А всадник — это способ общения. Он ищет язык, переводчика, на каком языке. Он ищет, как вас понимать. И ищет способы, как с вами сблизиться и переехать к вам, или поехать к вам, или чтобы вы поехали к нему. То есть, по сути, он принимает решение, как приехать, как навестить вас, или как, чтобы вы сблизились и общались на одном и том же языке, чтобы вы понимали друг друга, как добиться взаимопонимания. Вот это вот решение ему важно. Всадник все-таки это больше об общении, но здесь всадник всегда на коне, да, и ему важно сохранять при этом управление над ситуацией. То есть он должен вас каким-то образом контролировать и управлять. И не позволять управлять собою при этом. Слышите, да, вот этот нюансик, да, он для многих женщин важен. Услышать его важно, да, а для мужчины важно быть на коне в этой ситуации. Окей. То есть он должен управлять ситуацией и не давать спуска, как бы вам, держать вас под контролем. Ну ок. Хорошо, но раз так, а если в его планах какие-то серьезные шаги, смотрите, башня и медведь. Зарычит или нет, да? Если в его планах серьезные шаги в отношении вас, да, в ближайшем будущем. Какие или... Нет, все-таки вот просто серьезные шаги, вот движения, да? Серьезные шаги. Интересно, да? Да, есть.
То есть, ну, как минимум, это сигнификатор мужчины, муж, мужественность, да, такое, успешность где-то, или сигнификатор мужского эго все-таки, да. Но тут у вас эго, я вам скажу, смотрите, вы смотрите как бы все в одну сторону, но вы смотрите в его сторону, а он как бы смотрит вперед. То есть вы за его плечами, да. Поэтому, да, он будет показывать себя как лидера. Да, здесь вот лилия, медведь, сердце, башня и всадник. То есть он будет заявлять о себе как о человеке, который, ну, где-то берет коня под уздцы, да, вот так, или коня за узду, да, то есть берет ситуацию под свой контроль. Ну, окей. Хорошо. Тогда спросим, а что его вдохновляет? Да, тут такой квадрат вдохновляющий меня, да, и вот я вот спрашиваю, что же его вдохновляет быть с вами, оставаться рядом с вами? Ну, во-первых, он чувствует рост отношений. Во-вторых, он мечтал о такой женщине, как вы, и он как бы чувствует, что он может пройти с вами дальше. То есть он чувствует где-то, может быть, связь со временем, то есть какую-то надежность, стабильность. Поэтому вы как будто бы все время рядом, и вы как будто бы вот такой человек надежный, как дерево. Да? Ну, здесь я не говорю, что вы там, извините, дуб дерева. Да? Нет, здесь дерево это о надежности. То есть, ну, условно говоря, он бы с вами пошел бы в поход, в горы, в разведку там, и так далее. Да? То есть он не хочет терять с вами связь. Арка – это символ аркана мир. То есть вы его каким-то образом чудесным умиротворяете. Слышите, да? Ну окей, интересно, да? Хорошо, давайте теперь спросим, какова его роль, как он воспринимает свою роль в ваших отношениях. Как он воспринимает свою роль в ваших отношениях. Ну, в принципе, ему нравится, и он даже чувствует себя молодым человеком. Если это мужчина старше вас, то он моложе себя чувствует, а если мужчина моложе вас, то он чувствует себя на месте. Вот так, фонтан, омоложение, нормальная карта. В плане того, что он чувствует себя соответственно тому возрасту, в котором он пребывает. И если он моложе, а если он старше, то его это молодит. То есть ему как бы, ну давайте я так скажу, эта роль подходит, потому что он молодеет, да, прибавляет себе жизни, годы жизни. То есть вы его омолаживаете. Ну, хорошо. Вот дерево, видите, все-таки, да, не просто так, это хорошо для него. Есть такая техника, обнимаешь дерево и напитываешься. Но не каждое дерево подойдет, в принципе, да. То есть вам обнимашки заходят. То есть он любит вас обнимать, вот по идее, вот так вот. И если вы чувствуете, что он обнимает вас и не может оторваться, то вот как раз вот он тут вот и подвампиривает. Ну, в хорошем смысле этого слова. Если после того, как он вас пообнимает, вам хорошо, вы чувствуете себя хорошо, значит, он вас вампирит с позитивом. А если пообнимает и вам... Ну, тогда задумайтесь. Ну, тогда вам на диагностику негатива. Может, он где-то подхватил какого-то паразита. Паразит. Хорошо, давайте тогда спросим, какие действия он готов предпринять, чтобы укрепить ваши связи. Ну, смотрите, он готов. Я извиняюсь. Точніше, вибачаюсь, перепрошую. Он готов пойти на обман. Готов обманывать, имейте в виду, чтобы укрепить отношения. И готов пойти на хитрости. К сожалению или к радости, тут уже, видите, детектор лжи он не проходит. Ну, бреше гад. Да? Но все для чего? Чтобы все сохранить отношения. Да? То есть как бы ложь во имя блага и благими намерениями выложена дороговато. Как-то так. Ну ладно. Хорошо.
Чтобы укрепить вашу связь, он готов на хитрость, обман, ложь. Готов быть лисою. Окей. Ну окей, ну тут я в этом и не сомневался. Я почему-то не удивлен. То есть здесь не святой мужчина. Напишите, он у вас святой или нет. Вот он готов пойти на ложь или обман? Вот в вашем случае. Потому что он святой, а я на него напрасно клевещу. Да? Хорошо. Вы его можете спросить, а готов ли он на это пойти. Хорошо. А давайте тогда спросим, а готов ли он полностью открыться для вас, да? Пока не готов. Есть некие табу, есть некие опасения. Он боится где-то, может быть, попасть в какую-то неприятную ситуацию, ловушку. То есть он вам пока что еще полностью он вам не доверяет. Да, у вас масса позитивных моментов, но на данный момент полностью он не готов открыться. А какие перемены он бы хотел тогда в вас увидеть? В связи с этим давайте спросим, какие бы он хотел увидеть перемены в вас? Ну, возможно, где-то больше желания, больше рисковать, может быть. Ну, здесь крест — это больше о каких-то сложных ситуациях, о каких-то проблемах, тяготах, лишениях, испытаниях, духовных уроках. Ну, он бы хотел увидеть у вас где-то большую ответственность по поводу возможного прохождения испытаний в жизни или более серьезному подходу к каким-то моментам, на которые он обращает внимание вам. Потому что он тут на коне, то есть есть для него что-то важное, что для вас не важно, и это важное для него, оно связано с какими-то трудностями. Вот по отношению к этому вы бы должны были бы, по его мнению, измениться. То есть поменять ваши отношения или подход к тяготам, лишениям и, может быть, каким-то выводам и духовным урокам для себя или в этих отношениях вместе с ним. Да, вот так. Хорошо. А если что-то, например, что бы он хотел изменить в себе ради вас, вот давайте такой вопрос спросим, вот в себе теперь, да, в себе ради вас, что он, да, что бы он хотел в себе изменить ради вас, или чем пожертвовать, да, так тоже можно спросить. Нифига себе, да он может менять и где-то учится менять, да, опять сигнификатор мужественности мужчины. Ну, он готов даже пожертвовать собой. Но тут уже нужно смотреть, в каких обстоятельствах. Все-таки крест — это стечение обстоятельств, опять-таки, да. Поэтому я вам тут скажу, что у вас еще мужчина такой. Или очень лукавый хитрец, подлец, или действительно может пойти на пожертвование собой. Вы напишите мне в комментариях, все-таки хитрец, подлец, или он действительно, ну, готов пожертвовать. Вы чувствуете это, да? Ну, лиса — это не обязательно подлец, да, просто может быть плут и лукавый, да, такое тоже бывает. Но, тем не менее, он готов менять себя ради вас. Вот так вот. Не все мужчины, поверьте, готовы это делать. Здесь особый случай. Вы хороший, на хорошем раскладе, да, на позитивном. Окей. Хорошо. Давайте тогда спросим, а как он видит, вот видите, здесь в будущем, да, как он видит совместное будущее через полгода? Ну, например, полгода, или можете загадать себе, да, свой отрезок времени. Загадали? Погнали. Ну, хорошая карта, но в принципе еще полгода вам еще пока чирикать друг с другом, учиться общаться. Здесь все равно птицы выпадают. Это такие хорошие, позитивные птицы. Плохие птицы у нас уже были. Ну, здесь больше общения и разговоры какие-то. Часто это сплетни, поэтому нифига серьезного, но ничего плохого пока.
То есть он не собирается с вами. Он вас изучает язык общения, подбирает к вам ключи, видите, идет. Проверяет вас на выносливость. Люди все разные, поэтому как-то так. Хорошо. Какие у него тогда, спросим, какие у него надежды, да, на ваше общее счастье? Вот на что он надеется в вашем общем счастье, да? Все в пути, в процессе. То есть он понимает, что вот если вы настойчиво будете идти вместе, да, вот здесь якорь – это настойчивость или надежность. И пути – это тоже настойчивость. Путь нужно пройти и быть настойчивым. Тогда, если будет меняться обстоятельства и будет тяжело, и вы пойдете вместе, тогда он сможет быть счастлив с вами. Да? То есть тут счастье в трудностях, в преодолениях испытаний каких-то. В этих отношениях он видит так. Возможно, это человек, который уже, знаете, как есть такое, душа измученная нарзаном. Да? Ну, он прошел какие-то испытания, а вы еще эти испытания не готовы пройти. Может ли быть зеркально наоборот? Да, но тогда, скорее всего, партнер моложе вас. Скорее всего. Окей. Хорошо. А давайте спросим. Почему-то мне хочется спросить, что Вселенная подсказывает ему, лиса, да, относительно ваших отношений. Или какие знаки он читает о вас, берет от высших сил. То есть, вот ему попадаются какие-то там, перебежала черная кошка или еще что-то, да, и как он воспринимает эти послания Вселенной, да, знаки судьбы, как он читает, к добру это или не к добру, да. Он читает знаки как путеводную звезду. Смотрите, путь, путеводная звезда, весь здесь путь, дорога, и тут путеводная звезда. Вообще классно. То есть то, что он читает, то есть его изворотливый ум трактует или толкует эти знаки судьбы как позитив. То есть, видите? И я вам так скажу, что человек должно быть такой, знаете, верит в высшие силы. Я не говорю, что он там прямо с головой там в эзотерике. Нет, то есть он читает знаки судьбы. То есть он и логик, прагматик логический, да, то есть он и материалист, но и мир эзотерики для него не чужд. То есть он його, як кажуть, не цурається, да? Не відхрещується від нього. Да? То есть что-то подозревает, что есть что-то, то, чего он не видит. Да? И это где-то, может быть, его и спасает, а может быть, где-то это есть часть его опыта, который уже в нем есть мудрость, да? Которая называется мудрость. Да? Мудрый человек, он понимает, что есть мир эзотерики, да, есть мир непознанного или непознаваемого или необъяснимого. То есть это есть. Есть вещи, которые объяснить нельзя. И они всегда будут. Сколько бы наука не делала открытий, всегда будет что-то дальше, то есть за горизонтом. Всегда, если есть горизонт, то есть то, что за горизонтом. Понимаете, да? Почитайте последнюю книгу Карлоса Кастанеды, да? Там все написано. То, о чем я тут. Окей, хорошо. Тогда давайте спросим, что... Нет, не так. Какие неожиданные перемены могут произойти между вами? Пока что только позитивные. И это, скорее всего, его умению читать позитивные знаки судьбы или перекраивать, да, или принимать негатив любой на позитив. Это, кстати, очень хорошее качество. У вас человек, мужчина, партнер должно быть достаточно успешный, удачливый и такой, знаете, позитивчик. Да, он может хитрый быть, да, он может быть коварный, этот человек. Но в любом человеке есть хитрость и коварство, просто он этим пользуется. Пусть на благо. Я не вижу здесь чего-то плохого. Вот у меня идет пока что позитив от расклада. И как вы чувствуете, вот поставьте на паузу и напишите, вы чувствуете позитивный поток? Если чувствуете, то принимайте его и пишите, да будет этот поток целебным мне и в моих отношениях с моим партнером. И да будет так, ключ, замок, язык, аминь.
Окей, хорошо. Тогда что станет ключевым моментом в вашем сближении или отдалении вдруг, да? Ну, это же испытание, а испытание может быть и отдалением, и сближением. Что станет ключевым моментом в вашем будущем? Вот ключевой момент сближения или отдаления. Ой, здесь перекресток и выбор. Вам придется делать выбор, и ему придется делать выбор. Но это дама бубновая, возможно, будет какая-то женщина. Но тем не менее, ключевым моментом будет выбор. Но выбор и есть ключевой момент. Всегда, когда ты делаешь выбор, ты выходишь на другую линию жизни. Хорошо, пока что вот выбор, ему придется выбирать. Но вот учитывая то, что, как я задал вопрос, этот выбор может быть и ваш, и его. Я не буду здесь вдаваться в подробности, кто будет выбирать. Ближе, конечно, это к мужчине. Скорее всего, он будет выбирать, поскольку тут солнце рядом, а здесь мужчина. Женщина здесь есть как звезда, но больше тут мужских аспектов. Поэтому ему придется еще делать выбор. То есть он окончательный выбор еще получается, что не сделал. Окей. Ух ты, интересно. Но у нас осталось, по сути, два вопроса. Какие же задачи? Хорошо. Как вы повлияете на его жизнь в долгосрочной перспективе? Вот так вот спросим. Ваше влияние на него в долгосрочной перспективе. Ну, представьте себе, он делает выбор. И ваше влияние, оно при этом выборе высокое или низкое, хорошее или плохое? О, здесь коса. Вы его поставите, по-моему, перед выбором. Я или она. Ну, скорее всего, это будет не очень хорошее влияние, не очень комфортное. Коса — это, знаете, как поставить перед фактом или подтолкнуть или ограничить дедлайн, да, то есть вы ему будете ставить некие такие ограничения в области времени. Ну, коса — это быстро, подгоняй, делай решение. Или я, или она, или я ушла и потерялась. Вот такое почему-то. И это не очень комфортно для него будет. То есть, по сути, вы будете создавать негативное влияние на него. И отсюда у меня только последний вопрос логический, да, уже логика. А кого он выберет? То есть, каким будет, ну давайте тогда логика, да, если здесь у нас выбор, здесь отсечение, то есть его окончательный выбор, да, то есть вы его как бы поджали ему, условно говоря, гайку, да, или наступили на хвост лисе, да, ну, понимаете. Каким будет его финальное решение о ваших отношениях? Все, давайте немножечко еще перетасуем, здесь карт совсем мало. Готовы? Погнали. Ну, скорее всего, вы будете вместе, если при одном условии его эго будет утешаемо вами, и вы будете, условно говоря, воспринимать его, и он это будет чувствовать как маяк. Маяк неплохая карта, в принципе, ориентир, да, но маяк иногда имеет негативные подтексты. Я их здесь расшифровывать не буду негативные, оставлю только позитивные. И я скажу так, его финальное решение останется все равно за ним, даже если вы его подтолкнете и поставите перед выбором. Но если он не будет чувствовать, что вы ориентируетесь на него и не отводите от него условно глаз, говоря, но при этом он не должен быть нарциссом. Тогда он выберет вас. То есть, если он будет понимать, что он маяк, а вы корабль, который идет по его курсу, тогда да. Если он не будет видеть, что вы ориентируетесь и плывете по его ориентиру, то есть, ну понимаете, да, берега, ориентиры, курсы, направления, понимание, язык, да, эмоции и так далее. То есть, ну, по сути, он ищет где-то, ну, покорного партнера, послушного партнера. Ну, если вот у меня из этого расклада ему нужен послушный, управляемый,
партнер, партнерша, женщина, тогда будет ок. Если этого не будет, то, скорее всего, он будет светить другому кораблю. Но у меня почему-то такая ситуация, что он резко выберет вас, поскольку вы, наверное, все-таки светите ему, а он светит вам, и вы ориентируетесь один на другого. А как у вас и как вы считаете, напишите мне в комментарі, я обязательно поставлю вам сердечко. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Обирайте тільки той шлях, який має серце, і пам'ятайте, що будь-який шлях – це все одне тільки шлях, але в одного шляху серце існує, а в іншого серця немає. І коли ти обираєш свій шлях серця, ти завжди будеш щасливий. Лишайтесь на зв'язку. Побачимось. Все буде добре. Па-па.